Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам, как можно зашить вот такую вот дырочку такой фигурой, как звезда. Мы уже с вами вышивали треугольники, квадраты, шестиугольники. Ну и сейчас пришло время вышить звезду. Ну, для начала давайте звезду нарисуем. И обозначим точки, из которых мы начнем шить. Допустим, 1, 2, 3, 4. То есть мы делаем такой треугольник. Дальше 5, 6, 7, 8. Второй треугольник. И 9, 10 закрываем звездочку. Эту картинку нужно положить перед собой. И смотрите, мы будем шить, начинать из точек и сдвигаться все время к центру. То есть, если мы шьем, вот у нас тройка, то тройку мы будем сдвигать в центр. От 5 к 6 мы будем сдвигать в центр. Ну и так, давайте приступим. Вот такую ниточку я взяла, чтобы было красиво. На кончике я завязала узелочек. И давайте звезду нарисуем вот здесь. Можно взять какой-то предмет удобный. Дезодорант. Крышечка у меня вот деревянная есть от шкатулки. Или лампочку, или пузырек от одеколона. Все, что вам удобно. Ну и рисуем нашу звездочку. Можно, конечно, для начала сделать шаблон какой-то, приложить, нарисовать, чтобы было аккуратно. Ну, давайте я вам покажу уже так. Нарисуем нашу звездочку. Так. Ну вот. Вот такую звезду я нарисовала. Это у меня гелевая ручка, которая золотом пишет. Очень удобно для таких вот дел. Итак, мы ложим перед собой шпаргалку, чтобы на нее постоянно смотреть. Я шпаргалку положу чуть в стороне, потому что у меня вот так вот будет пространство. И захожу в точку 1. Точка 2. Вот, точка 2. Чтобы вам кусочек было видно. И перехожу из точки 2, сразу перехожу в точку 3. Из точки 2 я сразу перехожу в точку 3. А из точки 3 в точку 4. Из четверки я перехожу в пятую точку. Из пятой в шестую. Из шестой в седьмую. Видите, дырка большая, поэтому звезда наша тоже достаточно большая. Не очень удобно. Но надо брать, наверное, иголку подлиннее. Так. Из точки 7 в точку 8. А из точки 8 я сразу направляюсь в точку 9. Вот сюда. И закрываем нашу звездочку точкой 10. Вот наша точка 10. И наша точка 1 по схеме. Вот точка 1. Вот она, точка 1. Вот точка 10, вот точка 1. Значит, смотрите, точка 1, как я уже сказала, я выхожу, вот наша точка 1,
сторону центра сдвигаю, то есть вот сюда. Вот. И прохожу в точку 2. Ну, тут оно логично идет. Видите, параллельно сюда. Дальше. Из точки 2 в точку 3 я прохожу вот сюда. Точка 3. Тоже в сторону центра я сдвигаюсь. Вот так. Точка 3 здесь. И отсюда я прохожу в точку 4. Из точки 4 сразу в точку 5, но тоже сдвигаюсь в сторону центра. Вот так. Точку 6. И 7-я точка наша, вот она. И так как я сдвигаюсь в сторону центра, то я выхожу вот сюда. Так. Ну и здесь вот логически идет вот сюда. И осталось точка 9 и 10, то есть 9-я точка, это вот она. И точка 9 наша вот, точка 9, идем на 10. И так как наша линия должна проходить по центру, то я выхожу вот здесь, вот смотрите. Вот так. Сильно не затягиваем, чтобы не было таких вот заломов. Ну и вот здесь я прохожу в точку 10. И сразу я прохожу в точку 1. Точка 1, вот она. И так как линия будет ближе к центру, я должна вот выйти вот на эту сторону. Вот так. Из точки 1 идем в точку 2. Из двойки в тройку. Из тройки в четверку. Из четверки идем сразу в пятерку. Так, теперь мы в 6-ю точку идем. В 6-ю, и 7-я точка у нас здесь. И так как линия ближе к центру, то я должна выйти вот на эту сторону. Вот сюда. Так, из 7-ки мы идем в 8-ку, то есть вот сюда. А из 8-ки сразу идем в 9-ку. 9-я у нас вот точка. И так как у нас линия должна быть по центру, мы делаем прокол вот с этой стороны. Девять. И из 9-ки мы идем в 10-ку. Так, и из 10-ки мы выходим сразу в точку 1. Это вот здесь. Сейчас я поменяю нитку и будем шить дальше. Смотрите, друзья, чтобы вам не запутаться, вы, допустим, можете даже на листочке записать. Иголка наша остановилась вот в точке 10. А точка 1 наша
вот здесь. Поэтому, смотрите, старую нитку я не вынимаю. Я на другую иголку одела нитку, это чтобы не запутаться, и выхожу в точке 1. И запоминаю, что я вышла в точке 1. Теперь я могу десятку нашу зайти и завязать узелочек здесь. Ну вот, старую нитку я закрепляю, прохожу в петельку 2 раза с одной и той же стороны. И теперь я эту ниточку могу обрезать. Под самый кончик я не обрезаю. Если что, потом я этот кончик еще закреплю. Так, старую иголку я убрала. Поворачиваю к себе картинкой и смотрю, что у нас получилось. Так, вот наша схема. Вот. Смотрите, видите, я потянула, и немножко тут у меня получилось некрасиво. Значит, что мы должны сделать? Мы должны все поправить. Когда меняете нитку, ну, без этого не обойдешься. Нужно очень внимательно быть. Ну и смотрим опять. Из точки 1 мы идем в точку 2. Из двойки в точку 3. Из тройки идем в четверку, а из четверки сразу в пятерку. Шесть. Сразу в семерку. 7. 8. 9. 9. И 10. Точка 10. И сразу опять я перехожу в единичку. Один, 2, 3, 4 точку. Из 4 в 5, из 5 в 6, а из 6 сразу в 7. Вот. Я все время держу перед глазами схему. Семь, 8. И сразу в 9. 9. И точка 10 у нас вот здесь. И сразу я иду в первую точку. Уже, наверное, будет последний сейчас штрих у нас. Вот, 1. 1, 2. 2. 3. Вот здесь возле единички почти. 3.
4. 4. Так, 5 вот здесь. Идеально, уже сейчас почти в самых центрах мы ходим. Так, 5. 5. 5. Идем на 6. На 6. Из 6 на 7. 7 это вот здесь возле пятерочки. 7. Так, 8. 8 вот здесь. И 9 вот здесь. Девять и 10. Вот так. Ну и смотрим, что у нас с вами получилось. Ну и вот смотрите, друзья, что у нас с вами получилось. Если рассматривать близко, то у нас с вами, видите, вот здесь идет такая звездочка, с которой мы с вами начинали. Ну, может быть, вы сделаете более точно, по линиям прошьете, может быть, вы разработаете свою схему. Но если вы хотите делать по моей схеме, то вот, можете сделать скриншот и по этой схеме шить. Углы обозначены, и мы каждый раз сдвигаемся в сторону середины. На этом, друзья мои, всем желаю приятного рукоделия, всего вам доброго, до свидания.